Польское радио на русском. Угроза для всей Европы, а не только для Украины, хотя, казалось бы, мирные процессы продолжаются, и казалось бы, что все идет на спад, и градус накал страстей вроде как должен в скором времени, по крайней мере, утихнуть, но надеяться на это все-таки не остается поводов. Россия якобы разворачивает орешники на территории Беларуси в сторону Европы. Об этом говорит украинская разведка. И об этом в том числе мы поговорим с военным аналитиком Яном Матвеевым. Он сейчас с нами на связи. Добрый день, приветствую вас. Добрый день. Собственно, звучит страшно. Беларусь, Россия разворачивает орешники в сторону Европы, в частности, в сторону Польши, насколько я слышал вот такое уточнение. На самом ли деле это страшно? Что это, в принципе, означает? И как это можно объединить? Мы видели освобождение политзаключенных в Беларуси, и тут же слышим от украинской разведки, что те разворачивают орешники в сторону Европы. Да, разворачивание подобного вооружения – это, безусловно, шаг, прежде всего, Путина. Я думаю, что тут Лукашенко не принимает особо никаких решений. Это просто Путин пользуется, а Лукашенко, естественно, и рад тем, что Путин таким образом поддерживает его власть, удерживает ее на плаву и угрожает фактически Европе. На самом деле, я слышал интересные мнения о том, что, возможно, с помощью снятия санкций Запад попытается как-то оттянуть Лукашенко от Путина, но мне кажется, это все же маловероятно. Что же касается непосредственно угрозы, безусловно, если установки Орешник, ракеты Орешник существуют, если они действительно выпущены, потому что до сих пор никто не показывал, собственно, саму установку, никто не знает, как она в реальности выглядит, и вообще, есть ли такой орешник? Украинские военные говорили, что до 6 единиц могло быть выпущено, но опять-таки, да, это все просто заявление пока. Но если мы предположим, что орешник есть, действительно его развернут в Беларуси, это создает дополнительную угрозу Европе, потому что эта ракета просто, так как она баллистическая, она летит очень быстро и за кратчайшие сроки может, соответственно, теоретически поразить какую-то цель в Европе. То есть речь идет о минутах времени. Вот не так давно вышел фильм про теоретический ядерный удар по США, который называется «Дом динамита», и у них там около получаса было, чтобы принять решение. Так вот, в данном случае это время будет там несколько минут, до 10 минут. Безусловно, это увеличивает риски эскалации. Безусловно, это все делается, во всяком случае заявляется сейчас, для дополнительного давления на Европу, на НАТО в целом. Путин пытается показать, что вот смотрите, если вы будете реагировать на мои действия какими-либо, там, не знаю, ядерными ударами, скажем так, я смогу очень быстро ударить по вам. Это все создает дополнительную угрозу того, что в момент нападения Путина на какую-либо из европейских стран НАТО просто не будет реагировать, как раз не желая, реагировать я имею в виду именно полноценно ядерными силами. И опять произойдет вот такая вот война без использования ядерного оружия, как То сейчас есть, происходит уже в Европе, мгм. и НАТО просто в каком-то смысле отступит. Ну, это опять-таки теоретизирование, то есть мы не знаем, что на самом деле произойдет, но Путин именно этого, похоже, и добивается, то есть запугать так сильно всех ядерной эскалацией, чтобы в случае его нападения на другую европейскую страну все побоялись действительно решительно отвечать на эти действия, и война шла просто на земле. Очень хочу здесь уточнить. Получается, из этой логики, как говорится, ваша логика выглядит очень логичной. Получается, что Путин готов нанести ядерный удар куда-то, даже пусть тактически какой-то малый ядерный удар куда-то, и такими действиями он как бы предупреждает: если я ударю, то вы не посмеете ответить мне тем же, потому что вот я потом ударю по вам. Я правильно понял? Не совсем. Мне кажется, во-первых, мы, конечно, не знаем, на что готов или не готов Путин. В конце концов, что там в голове у безумного диктатора творится, невозможно предсказать. Но скорее, наоборот, скорее он говорит о том, что вот если я нападу,
ядерное оружие использовать не надо, потому что я тоже ударю и, значит, ударю больнее. Он такое пытается создать ощущение, чтобы все боялись, опять-таки, ядерной войны, и все осталось в рамках войны обычной, конвенциональной, так сказать, да, которая происходит на Земле. И, естественно, учитывая, что вооруженные силы всей Европы, они достаточно небольшие, в сравнении, например, с очень разросшейся российской армией сейчас, естественно, щитом Европы, щитом НАТО является ядерное оружие прежде всего. Ну вот Путин своими угрозами пытается дезавуировать этот щит, пытается привести все к ситуации, когда война будет проходить без ядерного оружия. Ну вот, учитывая различные последние заявления Трампа, где он чуть ли не предлагает Европе самой себя защищать, кажется, что эти угрозы могут привести к каким-то результатам. Но опять-таки, что там оно будет и как, непонятно. Но Путин посылает однозначный сигнал. Он угрожает Европе, угрожает и с точки зрения поддержки Украины, то есть пытаясь заставить Европу перестать, да, отказаться от поддержки Украины и защиты Украины. Ну и также подготавливает почву для возможного нападения еще куда-то. Но ведь для того, чтобы совершить нападение еще на какую-то страну, на любую страну, ему нужны силы еще и наземные. Ну, то есть одними ракетами и одним орешником сыт не будешь. А наземные силы, насколько я понимаю, они, ну, не то чтобы на исходе, но все как бы под расчет. То есть они все или почти все боеспособные задействованы в Украине или на охране там, границ, допустим, важных каких-то отрезков. Так вот, есть ли силы действительно угрожать чем-то, кроме ракет и ядерного оружия? В этом и состоит, наверное, такой... здесь и находится ключевой момент войны в Украине, в том, что если Путин получит приемлемый для себя мир и удобный для себя мир, то как раз он может решить, что можно нападать на кого-то еще, чтобы, соответственно, получить тот же результат вследствие следующей войны. И пока, естественно, пока продолжается война в Украине, путинские войска все, буквально все заняты там. Нет никаких свидетельств о том, реальных свидетельств, не заявлений, а именно вот фактов, которые бы указывали на то, что какая-то достаточно крупная группировка российская где-то сосредоточена и может еще вести какие-то боевые действия. Буквально все силы российская армия направляет сейчас в Украину, и они там связаны. Как только будет заключен какой-либо мирный договор, перемирие и так далее, вот тут вот наступит ключевой момент понимания того, Путин получит сигнал, разрешающий ему, скажем так, нападать на другие страны, то есть он будет поощрен за нападение на Украину, или он понесет настолько серьезный ущерб для себя, для своей власти прежде всего. Понятно, что там, скажем, жизнь россиян, экономика России его лично не особо волнует. Его волнует именно прочность своей власти. Если он увидит, что его власть только упрочилась, что он получил то, чего хотел, то, конечно, он будет использовать эту армию дальше и будет использовать, возможно, для каких-то других нападений. Вот в момент заключения некоего мирного договора в Украине, в каком бы формате он ни был, как раз-таки риск того, что Путин нападет на какую-либо другую страну, он резко возрастет, и, соответственно, нужно будет внимательно наблюдать за тем, что происходит, и не игнорировать очевидные сигналы. То есть параллельно нет, последовательно один конфликт за другим вполне вероятно. Да, безусловно, безусловно так. Мгм. А как думаете тогда, если вот предполагать, что мир заключен на тех условиях, к которым сейчас все стремится, то можем ли мы предусмотреть, какая страна будет первой? Ну или следующей? Ох, честно говоря, не хотелось бы как-то сейчас вот на пустом месте рассуждать, потому что, опять-таки, э, тут можно предполагать очень, очень разное развитие событий. То есть, естественно, это различные приграничные, прежде всего, государства, да, страны Балтии, Польша, те самые, против которых российские разные так называемые политики вроде Кадырова постоянно высказываются.
и угрожают. Ну, в меньшей степени, наверное, Финляндия, но тоже под угрозой, безусловно. Поэтому вот я бы ограничил вот таким вот кругом, но, честно говоря, тут могут события развиваться очень, очень непредсказуемо. Военный аналитик Ян Матвеев, спасибо вам за разговор. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.